Вот как надо гнать самогон. Самогонщики Юга. И снова всем привет! Привет подписчикам и гостям канала. С вами, как обычно, самогонщики Юга. И у нас сегодня вторая часть эксперимента браги картофельной на вот таких вот дрожжиках. Давайте с вами посмотрим, что у нас получилось. Открываем крышечку. Бочка стояла без гидрозатвора. Брага выбродила за 4 дня. Для нас это как бы нонсенс, потому что раньше мы делали уже аналогичную брагу, аналогичный самогон. И у нас дрожжики бродили 8 дней, 9, 10. Еще раз скажу, это продолжение той серии тест вот этих дрожжей. Эти дрожжики можно купить на юге России, только в Ставрополе. Больше они не продаются нигде. Так, наливаем. Да, наливаем нашу брашку по чуть-чуть, потихонечку, полегонечку. Главное, чтобы наша халабуда не упала. Пахнет квасом, если честно. Приятным, вкусным. Таким бабушкиным, домашним, хлебным. Запах прям бодрый. Старайтесь кружкой не черпать, чтобы взвесь вот эту не поднимать. Все, вот этот, ребят, вот этот форшмак дрожжевой, даже не стоит его туда и определять. Итак, давайте пробежимся по конфигурации. Как вы обратили внимание, сгонять будем прямотоком. У нас тут ничего нету, кроме того, что вы видите внутри. Мочалка, холодильничек Демрота двухконтурный и все. Ну и, соответственно, индукционная плитка iPlate. Ребят, ну смысла нету вот это снимать, как мы тут ходим друг за другом, аппараты собираем, там стаканчики, мензурки продаем, фуагру делаем. Ну, в общем, вот так вот. Ловите так, как оно есть. В стиле фристайл лайв. Ну что, пошли наши долгожданные первые капли. Мощность уменьшили до 2700 Вт. Сейчас он еще немножечко разгонится и войдет в режим. По комплектации, что у нас установлено? Кубик на полтос. Угол. Здесь у нас установлена в одном углу мочалка медная. И в этой мини-царгочке установлена мочалочка. Тоже медная. Холодильник Демрота. Носик с ДСА. Ну что, закончился наш первый перегон. Специально для вас, ребят, гнали мы очень медленно. Мощность потом снизили до 1200 Вт. Для того, чтобы получить максимально прозрачный продукт. Ну, с точки зрения эстетики и специально для вас. Срез 32 градуса получился. Общий объем 6200 мл. Теперь давайте перельем его в куб и запустим вторую перегонку. А пока у нас идет подготовка ко второму перегону, немножечко справки. В субботу, в эту, 13 числа, примерно с 12 до 13:00 мы начнем стрим. В эфире будут самогонщики Юга, как вы уже поняли, и вы можете задать любые интересующие ваши вопросы. По термореформингу, по бочкам, колонны, колпачковые, насадки, СПНки, РПНки. И самое интересное, будет автор нашего любимого жигулевского пива Евгений. Поэтому, чтобы не пропустить стрим, подписывайтесь на наш канал. Нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Самогонщики Юга. Давайте пробежимся по нашей комплектации, которую мы подготовили для второго перегона. Полтинничек кубик. Дальше идет МЦшка, четверочка, коротенькая. Дальше у нас идет колпачковая колонна в 3 этажа, узел отбора и холодильник Демрота, трешки. Очень много вопросов у нас в сети по поводу МЦ. Что это, к чему. Поэтому мы вас всех приглашаем на стрим. Задавайте вопросы по МЦшке. Мы все подробно всем расскажем. Ну и на этом видео мы вам очередной раз показываем то, что мы ее активно используем. Это самый лучший предмет, который придумали за последнее время для нас с вами, друзья, для самогонщиков. Ну что, мы с вами добарботились до отбора голов. Как видно, у нас в тарелочках барботажик ровный. Температура выровнялась и настроили покапельный отбор. Обратите внимание, мы применяем капельник. Это очень удобный предмет для того, чтобы постоянно не контролировать, не регулировать краном отбор голов, чтобы не перемещался взгляд сверху вниз. Вот поставили одну капельку в секунду, даже можно, наверное, Саныч, давай еще.
Немножечко мы, наверное. Вот с такой скоростью мы теперь будем отбирать головы. Ну что, ребят, время для вас пролетело незаметно. 1 секундочка, для нас около часа. А теперь давайте с вами отстроим скорость отбора. Я сейчас покажу, на какой мы скорости будем отбирать. То есть у нас струйка, переходящая в капли. Сейчас вы сами все увидите. Выглядит это вот так. Обратите внимание на баночку. В банку у нас уходит вот такая струйка, переходящая в капельки. Отбирать мы будем, держать будем скорость до 78 градусов в узле отбора. Мы эту температуру будем контролировать и будем за ней следить. Потому что дальше пойдут хвостики, ну и прочая пакость. А поэтому скорость у нас небольшая. И все вкусняшки из спирта сорца, который залит в этом кубике, все будут у нас в баночке. Наш отбор завершился. Получили мы 2100 мл спирта. Обратите внимание, 92 градусного. Отличный результат мы считаем, потому что, как вы помните, мы никогда не гонимся за выходом. Нам нравится исходный вкус продукта, и мы эксперименты ставим только для вас, ребят. А сейчас у нас самая интересная часть нашей второй серии. Сейчас мы разбавим до питейной крепости до 40 и обязательно с Санычем продегустируем. И скажем вам, что у нас получилось. По этому рецепту мы делаем не в первый раз, но конкретно бульбашонку с этими дрожжиками мы делаем в первый раз, и нам самим интересно, что у нас получилось. Поэтому, ребят, оставайтесь с нами. Самогонщики Юга. Ну что, самая интересная часть. Едем. Раз. Два. Ребят, значит, в аромате прикольный запах такой, какой-то, знаете, совсем на бульбашонку это не похоже. Сразу говорю, это, наверное, больше будет похоже на рисовую водочку. Ну, это кайф. Саныч, давай. Я скажу так, мягко. Мягкость нам дал геркулесик. Но чтобы вы понимали, ребят, закусывать это сразу совсем рука не тянется. Ну, кусочек перчика я съем. Но напиток застольный, напиток питкий, напиток прикольный, кайфовый. Но, скажем так, если вы ждете какого-то чуда, чуда не будет. Это просто классный, питкий, мягкий, застольный напиток. Его, как сказать, напиток очень хорошо будет подходить для больших компаний, для охот, для рыбалок и для длительных застолий. Всем удачи, всем хорошего настроения, всем хороших напитков. А с вас, ребят, подписочка. А с нас новые эксперименты. Дальше мы с Санчем придумали еще один эксперимент. Будет один вид рома. А какой? Тихой лаской землю, а я лягу, прилягу, край гостинца старого, я осторожуся трохи, я хвилинку посплю. Вот как надо гнать самогон. Самогонщики Юга.